Орегон является одним из самых зеленых штатов США. Здесь обитает много различных животных, от безобидных травоядных и до свирепых хищников. И в этот раз мы отправляемся на охоту на черного медведя и пуму. Приехали на охоту, с ночевкой переночуем и будем завтра выдвигаться на медведя. Палатка уже стоит, покушали. Ну и все, будем сейчас скоро ложиться спать. Так, матрасы лежат, спальники. Ну и все. Завтра с утра просыпаемся и вперед. Наступило утро. Чай уже подогрели. Сейчас будем пить чай и выдвигаться по местам. Разделимся на 3 человека. И вроде как должен подъехать 4-й. То есть на 4. Ну и посмотрим. Будем ждать. Посмотрели. Вчера, когда вы приехали, увидели ягода уже черная. Blackberry на английском, на русском ежевика. Вот она здесь растет везде. Это как сорняк. Она когда-то была сюда завезена, в США. То есть здесь это не родная ее земля. И очень хорошо ужилась. Ей здесь прекрасно. И медведям от нее тоже. То есть она входит в рацион их. Осенью они нагуливают с помощью нее жир. Короче, крутятся они здесь очень хорошо. Так что будем сидеть просто по местам и ждать, пока медведь будет проходить. Они сейчас постоянно гуляют, будут бегать за этой черной ягодой. Вот так вот. Охотиться будем с несколькими калибрами. AR-15 в калибре 6,5 Grendel и также винтовка от компании French в калибре 6,5 Creedmoor. А вот они, индюки. Бородатая самка. Страусами. Земляные пчелы. Медведь разрывал прямо возле дороги. Тяжелый спуск. Оттуда поднимались. Очень тяжело. Подошел, пчела сразу налетела. Вон земляные. Они прям кишат. Не хочу подходить ближе, чтобы укусили. Так вот поднимаемся. Машиной сюда не заедешь, там шлагбаум стоит внизу. Приходится пешком преодолевать расстояние. Ну, это моя охота, чтобы ходить. Ну что, я уже все сижу на месте. Буду ждать. Получается, вот так вот дорога идет. И здесь вот видно тропы. Медведь переходит. Вот прям сваливается с бугра через дорогу и уходит вниз туда. Здесь везде вот за папоротником, там внизу ежевика. И сверху тоже. Буду ждать просто. Как выйдет, буду стрелять. Мужики пошли туда. Ушли вправо здесь. Пошли туда, глубже в лес.
мы все ждем. Связь держим на рациях. В случае чего буду вызывать. Связь плохая очень здесь. Машины здесь очень редко ездят по этой дороге, потому что внизу, как я уже говорил, шлагбаум стоит. Дорога закрытая вообще для общего пользования. Поэтому медведь чувствует себя безопасно здесь. Да и вообще. И слышно, как что-то хрустит внизу. Там где-то. Но остается только ждать. Прошло минут, наверное, 5. Обычно, когда сидишь в лесу на засидке, хрустит, как будто со всех сторон. Там что-то ветер, может, гуляет. Где-то какой-то мелкий зверек. Короче, сижу весь на взводе. Вот так вот. Спустя некоторое время хруст ломания веток снизу и шелест так и не прекращался. Но и выходить оттуда никто не собирался. И где-то на фоне слышался еще звук индюка. У меня с собой был манок на подзывание индюка весной. Поэтому я решил воспользоваться ним. Как бы набраться практики, посмотреть, как будут реагировать индюки. Да и слышал я вообще, что когда подзывают индюка, бывает выходит хищник на этот звук. Теперь там хрустит что-то. Но внизу прям сильно хрустит. И тут произошло то, чего я даже не мог ожидать. Когда повернулся я направо, то увидел, как из кустов в расстоянии 50 метров на меня смотрит пума. Ой, не попал. По-любому не попал. Это была жесть, ребята. 2 пумы. Я такого еще не видел, боже мой. Фух, алло. Что случилось? 2 пумы огромных, как слоны. Попал? Нет, наверное. Я просто в панике. Не знаю, сейчас пойду смотреть. Да. Алло. Алло. Виталик, Видел рестры? да. Взял? 2 пумы огромных, как
слоны. Серьезно? Я подманил манком на индюка, я тебе говорю, это просто. У меня все требежит, трусится. Я не знаю, попал или нет. Но это были мутанты. Серьезно? И я сижу, смотрю влево. Просто машинально такой вправо. Голова метров 50 от меня, наверное. Да ладно. Но я не попал на это. А второй раз как ты стрелял? Так же с колен. Одна по дороге мотанула, а вторая чуть в сторону и смотрит на меня. Ой, ладно, пойду проверять, давай. Ну посмотри, пока пройдись, если что, на рацию дашь. Давай. Примерно после минут 5 разговора по телефону я начал двигаться проверять. И тут я увидел метров 100 на дороге снова стоит пума и смотрит в мою сторону. Я пытался совершить выстрел еще один, но не успел. Она быстро вскрылась к обочине и в кусты. Я просто не мог поверить, почему пума до сих пор не ушла, а просто отбежала на определенное расстояние и стояла, ждала на дороге. Это останется, наверное, загадкой для меня. И этот опыт встречи с пумой я, наверное, запомню навсегда. В том, что я не попал, я был уверен на 90%. Потому как для меня это было весьма неожиданно. Еще и 2 пумы. Я перенервничал. На видео видно, как дрожат руки и винтовка. Мне было очень тяжело поймать даже в оптику. И стрелял я с рук. Но все равно я должен был проверить. Я посмотрел и не обнаружил никаких следов крови. Самое интересное то, что когда я прошел вверх и возвращался назад, камеру я уже не включал. Но то, что я увидел, меня поразило вообще полностью. Когда я подошел снова к месту, где я совершал выстрел, я увидел, как из кустов пробежала снова пума от дороги, с того места, где я ее стрелял. Это для меня было вообще просто не понять, почему так, почему этот зверь так и не скрывался, а все возвращался на место, где я его стрелял. И чё? Я пока думал ложиться, что делать. Пробежала, дальше я за ней. Она в кусты забежала. Ясненько. Ну ничего не видно, да, попадания, если кровь? Нет, наверное, ничего не вижу. Ну ладненько, давай, посмотри, потом перезвонишь. Что сказать? Не попал я с такого расстояния. Просто в голове не помещается. Стрелял с рук. Это было лечь или я не знаю. Это было все просто такие мгновения, что я не ожидал. Я когда повернулся, увидел голову, которая сверху кустом на меня смотрит. Пумы огромные. И тут у меня, короче, вообще просто такой адреналин был, что при всем при том. Потом выбежала вторая и стали смотреть 2 здоровых. И тут я выполнил выстрел и промазал 2 раза. 2 раза промазал. У меня просто в оптике все вот так вот ходуном ходило. Так перенервничал сильно, это просто... Приехали в лагерь. Больше ничего не было, кроме пум. К сожалению, я промазал. Ну, я, скажем так, перенервничал. Я даже не ожидал, что такая ситуация будет. Что придут пумы. Я ждал медведя, что выйдут пумы. Еще и 2.
Просто когда я на него уже смотрел, оно уже охотилось на меня, а не я на него. Поэтому была такая вот ситуация. Растерялся, был мандраж, стрелял с рук 2 раза и не попал. Но у нас еще ждет вечерняя охота. Вот сейчас мы приехали, покушаем и будем выдвигаться на эти же места, где были. Ну и все. Там посмотрим. Отстрелялся по газовому баллону пустому. Поставил на расстояние примерно такое же, как стрелял по пуме. И получается вот попадание. Вот выходное отверстие. А это выходное отверстие 300-го Винмаг. Ну и все. Вывод такой. Отстрелялся, попал, а тогда промазал. Ну, короче, сыграл сам момент, то, что перенервничал, мандраж и прокосил. Я, если честно, просто не ожидал такого поворота событий, что я повернусь, а охотятся уже на меня, а не я. Ну, повторяю, все то же самое, только по банке. С колена. Баночка, будем так говорить. Это не пума. Пума была, конечно. Ну, видишь, попал. Пума. 4-й по величине представитель кошачьих в мире. И 2-й в Америке. Крупнее него только тигр, лев и ягуар. Эта кошка достигает в длину до 1,80 м. При длине хвоста от 60 до 75. В высоте в холке от 60 см до 90 и массе тела до 105 кг. Пумы встречаются на разной высоте, от равнин до гор высотой 4700 метров над уровнем моря. Так, благодаря мускулистым конечностям, они способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5, бежать со скоростью 50 км в час, хотя и на короткие дистанции. Пума легко передвигается по горным склонам, отлично лазит по деревьям и скалам и при необходимости хорошо плавает. Пумы ведут строго одиночный образ жизни. Исключение составляют пары в 1 и 6 дней брачного периода и матери с котятами. Охотится пума преимущественно по ночам. По большой части рациона составляет ее от крупных оленей, даже лосей, и до грызунов. Пумы являются опасными хищниками, и в случае встречи с ними может привести к летальному исходу, хотя и они не нападают так часто на людей. Но бывали случаи, когда пума нападала даже на группу людей. Приехали на вечернюю, поднимаемся опять на те же места, где были. Будем садиться, ну, как и сидели. Сейчас сяду, опять прибегут пумы, наверное. Да, я молок взял. Буду их к себе подманивать, чтобы не промазать. Ну и все, будем пробовать. Ну, дай бог, может тут и возьмем. Утром хоть прохладненько было. Не, утром классно было, вот реально класс. Я еще Я вот даже немножко подзамёрз. Я еще говорил, Еще в куртке был. как это не на Маупен. Сейчас спаливаю наши места. Подписка и дизлайк. Фу, вот так вот. Поднимаемся, вот. Кваркаты, Внутри для сука ежик. как говорят американцы. И вот посмотрите, ежевика Все или блэкберри. Вот, все черная ягода, ее просто здесь. Она как сорняк. Ну, полно. Медведь ее кушает. И Виталик. Да, Виталик, ты тоже медведь? А? Ты тоже как медведь, да? Да я с ним бы дрался сейчас бы, я за ягоду. Отставил бы свои поля. Это, слышишь? А то некоторые говорят, кто вы без оружия? Если оружие забрать,
один на один зверя. Я? Не знаю. Виталий говорит, я не знаю, а я скажу. По таким же местам одинаково хожу. Для меня нет разницы. И за грибами могу пойти. Не всегда беру с собой оружие. Да, такое обращение небольшое сделал. Хотя я так думаю, что мой канал смотрят все те, кому нравится Охота. охота, рыбалка. Просто есть такие люди сейчас в современном мире, цивилизованном, как называется, мире. Очень распространенные мысли такие об охоте, что это не нужно, плохо все, Дикари. вредит. Дикари. Да, дикарье. Вечно голодные, блин. На самом деле охота это является одним важным инструментом для управления общей вообще экологией. Потому что все взаимосвязано, как механизм. Если не контролировать популяцию животных, оно приведет к экологической катастрофе. Чем мы и занимаемся, да? Контролируем популяцию. Но очень важно понимать, есть контролируемая охота, а есть бесконтрольная, которая Да. называется браконьерство. И это действительно вредит. От этого Осуждаю. вымирают животные. И это очень-очень плохо. Это зло. Мы таким не занимаемся. У нас все законно. Где и без того плохая популяция животных, и там еще и браконьерничать. Да. Это плохо. Это так нельзя. Короче, Это вперед. большая разница. Идем, преодолеваем такой подъем. Дается он весьма тяжело, потому что еще и жарко. Сейчас чуть-чуть проходим и будем уже на несколько тонов ниже разговаривать. И будем засиживаться. Все, увидимся на месте. Нашли банку такую. Кто-то оставил. И видно, вот медведь пытался жевать ее. Вся в дырочках. Ну что, добрались. Точнее, я уже добрался на месте, где видел пуму и стрелял сегодня вот там. Все. Буду сидеть ждать. А мужики пошли вот туда, вот на поворот сразу. Чуть выше. Все, буду слушать сейчас. Надеюсь, мы что-то возьмем сегодня. И я решил снова поработать манком с небольшими паузами. Примерно где-то разрыв 15 минут. Просидел, наверное, где-то примерно, может быть, минут 40. И пришел результат. Вдруг появилась пума, но в этот раз она меня не заметила. Или, быть может, то уже была другая. Есть. Есть, ребята. Есть пума. Огромная кошка. Алло. Алло. Ну, правда. Есть, Виталик, есть. Ну, благодаря. Пума.
Охота результативная сегодня. Взял я пуму. Трофей. Такие вот дела. Куча эмоций сегодня была. Была такая напряженная ситуация. С утра. Ну вот к вечеру повезло. Получилось подманить. Вышло. Первый выстрел. Ну и все. Поражение сразу. Попадание. Сразу упало. Немного доходить начало. Но я добил. Вот так вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Поэтому эффективно работает манок индюка. Вот индюком подзывать. Хищника, в принципе. Конкретно вот к пуме. Позвонил. Виталик идет сюда. Славик тоже. Сейчас будут. И все. Будем сейчас собираться и домой. На сегодня охота окончена. Ну, еще не прощаюсь. Как трофей, знаешь, это крутой экземпляр. Крупные. Вот как ты видишь, глаза страха велики, но это реально крупный. Кто там? Самка, да? Да, самочка. Юрка, ну поздравляю. Давай, вот реально, мы вчера ехали всю дорогу, разговаривали про пуму. Я не знаю, как ее стрелять, как ее взбрать, как ее подманивать. Я думал, И вот это лапище. Представляешь? Руку себе положиться по сравнению с рукой, это какая она. ну как мишка вообще. Хорошая. Такая жирная. Вот, я же Смотри. говорю, это хорошая крупная особь. Вот здесь. Так, может где-то кровь есть. Опять же, вот я ее стрелял с утра, тут же стрелял. Вот между этими деревьями. Представь себе. Откуда она? Как? Вот смотри, ты решил, там она вышла. Вот попадание было. Окей. И она ты ее увидел, как она вышла и села или? Она вот так выходит, и я смотрю силуэт такой, знаешь, коричневый. Я такой, медведь. Потому что солнце светит, и оно, знаешь, так силуэт горит, толком не понять. Ага. И я так раз, сразу, знаешь, она меня не увидела. Она вышла вот так и стоит, вот так смотрит как-то, что-то делает. А я ее увидел. И я когда ее увидел, я так лег сразу, знаешь, жук. И когда я ложился, чуть-чуть ветки, знаешь, и она услышала. Она сразу так раз и смотрит. И я замер. Я вот так вот только пригнулся, понял, у меня уже шея затекает. Я не знаю, сколько времени я не двигался. Думаю, буду двигаться к винтовке, шурганется, знаешь, что делать. А потом лежу, думаю, ну, наверное, принцип такой. Сейчас я долго буду лежать, она все-таки отвернется, знаешь, ей надоест, и я быстро возьмусь и буду на нее сводиться. Ну, смысл такой, что она смотрит и смотрит. Думаю, ладно, надо потихонечку. Я потихоньку, знаешь, раз, прилег. И у меня как раз винтовка уже лежала, как раз в эту сторону, знаешь. Я уже, потому что утром я ее тут стрелял, я уже настроился сюда. И просто приложился, направил и сразу буш. И она вот так сразу, вот так, хоп, и повисла. Вперед, ну да. Сразу легла. А потом так раз ковыряется, туда, и тут скатилась. А второй выстрел куда был? Лопатку вы стрельну вот Ну туда. ты 2 выстрела сделал. Вот сюда. Все, идем к машине. Да, вот так вот. Что? Вот весит, я не знаю, В одно лицо у меня уже длинное. затекло прям. А в 2? Вот когда ты вот держишь на плечах, вот реально, ты вот понимаешь сейчас, насколько она все-таки крупная. Как-то на земле, когда лежала, не то, вот реально, да? Вообще не то. Когда ты вот так вот видишь, как комбасик такой. 80 наверное, весит. А? Я думал 80 не есть. Ну, я не думал, может 80, я думал килограмм 60. Да, наверное, вот. Ну да, ближе, может, к 60, но не 80. Больше. 60 килограмм это другое. Я знаю, что такое 60. Но все-таки распечатал ты свое ружье. Райфла, да. Да, вот, да.
Прикинь, и такая еще редкая добыча и первая. Дай бог, чтобы весь сезон было. Мы тут со Славиком, когда пришли, посоветовали, что мы тебе дадим теперь гроза пум. Ну а что ты, утром на тебе 2 вышли, накудахтал их манком индюшиным, и тут Честно, это вообще и, это, Вечеру третий. и эту накудахтал, реально. Ставьте обязательно лайки на видео, пишите комментарии, это помогает развивать мой канал, и в дальнейшем будут более лучше ролики, Интересно. будет интереснее, будет лучше. Не ленитесь поставить лайк и написать Ну от комментарий. меня я поставлю. Да. Всё. Заранее спасибо всем, и в дальнейшем выиграли лицензию на элка, морала с лука. В этом году будем охотиться с лука и именно пробовать брать. Поедем на классные места, на морала с лука. Ух, я уже не могу открывать, я ее хочу положить. Хочет сделать, а у меня уже спина отламывается. Да, разложи. Заехали тут на место, такое хорошее, вот река. Сейчас я покажу поподробнее, красиво очень. Что мы сделали? Выкинули внутренности. Освежевали, короче. Просто выкинули. Говорит, как якуты, да? Якуты, да, освежуют. Взяли, засунули туда Еловые ветки вовнутрь, просто чтобы она немножко как бы остыла, мясо, чтобы не портилось. Да. Ну и все. Мы ее довезли по свежей, сегодня узнаю. Юрка позвонит, будет ей. Сейчас будем звонить, узнавать, будем. Таксидермисту. Да. Аж язык заплетается. Такой трофей надо будет сделать именно чучело. Да, мы все топим, и Славик, и я, чтобы все-таки сделать. Это очень редкое животное. Животное не редко, но добыть его очень Тяжело, редко. очень аккуратно, это хищник и. Из всех, кого я знаю здесь охотников, никто еще у нас не брал. Это при том, что я уже, наверное, охочусь больше 10 лет здесь. Я даже не видел ни разу. Да. Это очень реально такой трофей аккуратный нужно, такой нужно хищник. сохранить. Ну классно, вообще, просто сегодня был такой день насыщенный. С утра был такой экшен, ну, вообще просто, да, Феерия 2 такая. пумы, вообще, и вечером все закончилось просто очень классно. И Жирно. смысл точка, был да. такой, что охотились на медведя, я сидел, ждал медведя и услышал просто индюк. Ну, и я так как бы для себя решил поотзываться, ну, как бы на будущее, чтобы Подзываться. пообзываться. Обзывал его. Покричал в манок, и буквально 5 минут, наверное, пумы просто появились вот справа от меня, и она стоит на меня, смотрит. Короче, и вечером, когда я пошел, так же само засел, покричал в манок, дал чуть паузу, минут 15 где-то, еще раз покричал, дал паузу, и появилась пума, пришла. Да. Вот так вот. Вот такая была охота, просто класс. Такой классный трофей, ребят, вот полностью лежит на ширину всего тилгейта, крышки. Класс. Здорово. Вот зацените. Просто вообще очень красиво. Вот заехали прям просто как камень, как бетон вылили. Вот как будто бы бетон налили. Вот это все каменное идет. Реально, прикинь, вот как будто реально выли. А на самом деле это дикий камень. Представь, Слушай, мне даже кажется, это как выглядит как лава затвердевшая. Ну, представь, вот казалось, да, лес, а на самом деле, прикинь, какая вот местность, что под землей находится. Да, да, да. Просто вот цельная скала, камень, что это такое вообще, как это объяснить? Ну, мы, в принципе, живем на вулканах. Как когда-то, наверное, были какие-то извержения, вот оно видно просто. Ну все, всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И До новых встреч. да, Пока. скоро уже на Элка встретимся. Да. На этом все не закончилось. Департамент Орегона по рыбалке и охоте требует обязательный отчет за каждую добытую пуму или медведя. Они требуют, чтобы голова животного была перевезена к ним в офис. Там они берут для анализов зуб, один небольшой. И также они требуют, если особь женского пола, то чтобы были привезены ее органы половые. Все. Люди работают. Животные. Проверили
получается, голову, вырвали 2 зуба, поставили такую бирку красную, через челюсть и рот просунули и закрыли ее. И все. И сказали, нужно было принести, как они говорят, и репродуктивную систему. Ну, типа, женские половые органы, фумы. Для нее требуется это обязательно в штате Орегон. Если для черного медведя они говорят, что можешь не приносить, это по желанию, а для пумы обязательно. То есть они говорят, им нужно знать, сколько раз она была беременная и все такое для научных каких-то целей. Ну, сказали, не знаю, что будет. Будет штраф, не будет мне штраф за то, что я не привез им эти органы. Ну, посмотрим. Она сказала, даст знать там полицию, куда-то там в полицию или в какой-то департамент другой. Они будут уже звонить мне и со мной разговаривать. Но, говорит, поскольку это первая твоя пума, то, скорее всего, все обойдется. Но буду надеяться на лучшее. Вот так вот проходит момент здесь с проверкой ваших трофеев. Но это только касается то, что медведя черного и пумы. То, что олени, ты просто ставишь на них бирку и все. И больше ничего не нужно. Что касается насчет съемки, снимать не разрешила. Ну, говорит, я бы не желала, чтобы снимали. Хотя я ей сказал, давай я буду снимать просто руки. Она не захотела. Ну, вот так.